Хочу предложить вам пинетки-малышки. Простые сочетания, белый с сиреневым, очень красивый цвет. Это как раз вот идеальный вариант, когда забрать малышку с роддома, сделать парти, познакомить вашу малышку с вашими родственниками, с друзьями. Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Предлагаю маленькие пинетки-ботиночки от 0 до 3 месяцев, 9,5 сантиметров. Если вам понравилась такая модель, оставайтесь вместе со мной и будем вязать вторую пинетку. Немного о материале. Вот такая хлопчатобумажная пряжа. Будет она у меня в 3 сложения. Белая пряжа оказалась тоже тонковатая. Я добавила вот такую еще нить, примерно как для шитья. Ножницы. Крючок номер 2. Это основной крючок. Крючком меньшего размера я буду поднимать какие-то затянутые петли или же прятать остатки пряжи. 2 маркера для того, чтобы наметить переднюю часть пинет. Прослоечку я использовала вот такую резину. Состоит вот из таких вот полосочек. Называется Москуми. Цвет идеально подходит. Вырезала по размеру подошвы и приклеила вот таким клеем. Этот клей очень эластичный, без запаха. Это будет внутренняя сторона, поэтому можно такие пинетки с такой резиной стирать. Я наметила только середину клеем. Вязать свое изделие я буду с подошвы. Подошва у меня уже связана. Состоит она из 17 воздушных петель. По окончанию работы 72 петли. Обратите внимание, подошва начинается сбоку, а поэтому она несимметричная. На моем канале есть несколько видео по вязанию такой подошвы. Итак, одна уже расправленная, уже ровненькая, потому что я ее подклеила, посадила под пресс, подклеила резиночку, поэтому я ее укладываю в сторону. А вот с этой еще не обработанной начну вязать. Сначала я буду вязать мини-бортик или нулевой ряд, который дает возможность перейти в другую плоскость, в плоскость 90 градусов. Поэтому я располагаю подошву изнаночной стороной к себе. Крючок располагаю таким образом, что он самим крючком входит ко мне лицом. Сначала ищу середину, откуда я буду начинать вязать. Вкалываю крючок и в рядом стоящую петлю. Образовывается вот такой уголок. Беру нить белого цвета. У меня их будет 2 нити. Закрепляю. И во вторую петлю, которая была второй, вкалываю вновь крючок и в рядом стоящую петлю. Образовывается вновь уголок. Провязываю вместе столбиком без накида. И так далее. Вторая петля становится первой. Рядом стоящая петля. Провязываю вместе столбиком без накида. Вы можете край оттянуть, чтобы вам было удобней. Это вязание, оно потом немножко вновь стянется. Ничего страшного в этом нету, зато вы будете видеть петлю. Саму полностью вход и выход. Вот так. Так как у меня 2 цвета уже в работе, очень хорошо видно. Видите, с этой стороны штрихи. Они все одинаковые, эти петельки, а значит нету пропущенных петель. Это будет изнаночная сторона, и она будет, естественно, потом привязываться с другой подошвой. Разворачиваю на лицо. Лицевая сторона, это будет внутренняя сторона ботиночка. И здесь видно 2 ряда петель. Вот они, фиолетовые петельки открытые. За эти петли я буду привязывать вторую подошву. И другие белые открытые петли, это вот как раз я формирую петли для того, чтобы связать бортик. Я провяжу этот ряд самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Мини-бортик связала. Осталась последняя петля соединительная. Вот так. Закрепляющая. И из этой же петли буду продолжать вязать. Обратите внимание,
Вот стежочки везде одинаковые. Не пропущено ни одной петли. Теперь приступаю к вязанию бортика, основного бортика, который будет состоять из 6 рядов петлями столбика без накида. Вот таким образом. 5 рядов буду провязывать без изменения. И в шестом заключительном ряду я буду убавлять на мысе 4 петли для того, чтобы закруглить мой мысик. Я провяжу самостоятельно 5 рядов столбиками без накида и покажу вам шестой заключительный ряд. Итак, 5 рядов в высоту бортика связала и остался последний заключительный шестой ряд. Я уже начала его вязать, так как убавление будет находиться в передней части пинетки на мысике. Появились в работе маркеры. Маркерами я отметила центральные 20 петель. Петли под маркерами в работе не участвуют. Классическая схема. Складываю по косичке вот таким образом. И отмечаю с каждой стороны по 10 петель, чтобы у меня было центральных 20. Вот эта ниточка, которой мы начинали вязать, нить, я ее выведу наружу, так как она уже в работе не будет участвовать, а эта изнаночная сторона будет все это ввязываться, все это завяжется. Мне осталось немного, 2 петли всего. Провязать столбиками без накида. Снимаю первый маркер. Петлю под маркером провязываю столбиком без накида. И следующие 2 петли буду вязать за переднюю части, только за полупетлю. Первый раз и второй раз. Провязываю вместе столбик без накида. Интервалы между убавлениями 4 петли. 1, 2, 3, 4. И вновь убавление. Вот так. Провязываю вместе. Интервал 4 петли, столбики без накида. И вновь убавление. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Вот, бортик готов. Впереди закругление за счет убавления 4 петель. И вновь в работе маркеры. Центральные 32 петли отметила. Петли под маркерами в работе не участвуют. 32 петли – это петли, которые на оформление мыса и на продвижение. Мыс, увеличение мыса и продвижение. Вот эти 32 петли. Мыс у меня будет состоять из 8 петель. 32 минус 8 это будет 24. 24 петли это на 2 части и на прибавление. Полный мыс у меня будет состоять из 12 петель. Но так как я начинаю с 8, значит я буду делить 32 минус 8 будет 24. 24 поделить на 2, на 2 части, значит с 13 петли я начну вязать. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Вот с этой петли. За полную петлю надо. Все четко. 8 центральных петель. Первая петля закрепляю. И из этой же петли вывязываю полноценную петлю. Все подтягиваю. 1, 2. Одновременно ввязываю остатки пряжи. 7 и 8. Я сделала более-менее длинный конец для того, чтобы у меня толщина была у всех 8 петель одинаковая. Для того, чтобы быть уверенной, что я на середине, я всегда проверяю с другой стороны. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Все отлично, я ровно на середине. Следующие 2 петли соединительные. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Без петли подъема разворачиваю вязание. Нитью перекрываю первую петлю и начинаю вязать со второй петли. Этим самым я буду прибавлять петли 1, 2, 8. И вот образовалась новая петля, 9. Лицевой стороны вкалываю крючок, подбираю нить, формирую первую соединительную петлю и точно так же вторую соединительную петлю.
В данный момент у меня 9 петель. Я планирую 12, значит мне нужно прибавить еще 3. С лицевой стороны очень хорошо видно. Вот она первая петля, вот она вторая. Значит, я буду вязать со второй петли, так как мне нужно еще прибавить 3 петли. 1, 2, 9, новая петля 10. Я 2 петли прибавлю самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Нужное количество петель прибавила, у меня их 12. И теперь я буду вязать дальше, продолжать, так как у меня еще петли с двух сторон, не прибавляя центральных петель. Также провязываю первую соединительную петлю и вторую соединительную петлю. Разворачиваю вязанию. Первую петлю перекрываю нитью, вторую петлю пропускаю и начинаю вязать с третьей петли. 1, 2, 11 и 12. У меня по-прежнему осталось 12 петель. С другой стороны точно так же. Первая соединительная петля, вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание. Первая петля, вторая петля и с третьей петли. Вот что у меня получается. Мне нужно так провязать до предпоследних 4 петель. 1, 2, 3, 4. Это значит, мне нужно сделать еще 2 ряда. Я их сделаю самостоятельно и покажу вам предпоследние и последние ряды, как я их вяжу. Мысик формируется, уже смотрится очень красиво. С каждой стороны у меня осталось по 4 открытых петли. И их я буду вязать немножко по-другому. Для того, чтобы делать запах для ботиночка, мне нужно еще здесь количество петель. А значит, я буду брать не за полную петлю, а за заднюю часть. Также соединительная петля первая и вторая. Первые полупетли передние, они мне нужны будут для провязывания задней части пинетки. Все остальное остается по-прежнему. С третьей петли для того, чтобы оставить количество петель одинаковых. С другой стороны точно так же по такому же принципу из середины петли 2 соединительных петли из середины петли и провязывать до конца, до окончания последних петель, до маркеров. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Приступаю к вязанию язычка. Естественно, буду продолжать дальше вязать, не обрезая нить. Мыс у меня состоял из 12 петель, а теперь я хочу язычок увеличить на 2 петли. Тем самым я с каждой стороны прибавлю по одной петле. 1 и 2. С другой стороны точно так же, для того, чтобы было 14 петель. Этим самым я хочу сделать запах еще больше, чтобы не было зазора между язычком и боковинками. Вот, видите? Я считаю высоту язычка от начала вязания мыса. У меня должно составлять 24 ряда или же 12 пар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У меня уже 12 рядов связано, и еще мне нужно столько же. Язычок прямой, поэтому никаких каких-то сложностей не будет. Я его обвязываю потом после окончания 24 рядов со всех сторон, для того, чтобы он был эстетически аккуратно выглядел. Видите как? Поэтому я сделаю эту работу самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Передняя часть пинетки готова. Высота от начала вывязывания мыса до окончания язычка. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ряда. Теперь приступаю к вывязыванию задней части пинетки. Язычок заправляю вовнутрь, чтобы он мне не мешал. И теперь смотрим наши половинки петель. Вот у нас с каждой стороны должно быть по 4 штучки. Первую петлю пропускаю и начинаю вязание со второй петли. Это значит, сейчас у меня в работе будут только 3 полупетли. Закрепляю и вывязываю полноценную петлю. Подтягиваю остатки пряжи. Вторая полупетля и третья. И выхожу теперь уже на полноценные петли, на полотно задней части пинетки. Вот так.
Вот посмотрите, уже видно, что формируется запах. Это еще маленькое расстояние, будет еще больше. Первоначально задняя часть пинетки будет состоять из 8 рядов. Я провяжу этот ряд самостоятельно и покажу вам второй ряд. Первый ряд связала, не забыла с этой стороны также провязать 3 полупетли, петля подъема, разворачиваю вязание и первую петлю пропускаю, начинаю вязать со второй петли. Все четные ряды, второй, четвертый, шестой и так далее, буду провязывать с убавлением петель с двух сторон. С одной стороны одна петля и с другой стороны одна петля. Это значит в изнаночном ряду 2 петли для того, чтобы сделать боковинки на скосы, чтобы они были не прямые. Задняя часть пинетки сначала у меня будет состоять из 8 рядов. Я провяжу это самостоятельно. Не забуду в каждом четном ряду убавлять с изнаночной стороны петли. И покажу вам следующий этап работы. Вот с этой стороны вы будете предпоследнюю петлю оставлять, а последнюю провязывать. 8 рядов в высоту связала. В каждом втором ряду убавляла петли, и поэтому появились вот такие вот скосики красивые. Так как у меня пинетка без люверсов, и чтобы все края петельки для шнурка были ровненькие, мне надо его, этот край, обвязать. Я делаю большую петлю, протягиваю пинетку через вот эту петлю и аккуратно ее затягиваю. Делаю протяжку. И вот первая петля, которая у нас осталась, вот я за нее зацепляю и буду ее теперь использовать. Натягиваю очень сильно, прижимаю пальцем и буду обвязывать вместе с протяжкой. 1, 2, 3, 7, 8 и девятая петля верхняя. 9 петель. Теперь, чтобы перейти на другую плоскость и чтобы не стягивала, я из первой петли вывяжу еще одну петлю. И теперь буду обвязывать вязание по верху и с другой стороны. Я обвяжу это самостоятельно. Также сформирую 9 петель и покажу вам следующий этап работы. Сформировала с другой стороны 9 петель, обвязала полностью, ровненько, красиво и оставила петлю. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону или с изнаночной стороны. И вот последняя петля уже с другой стороны. Подбираю эту петлю и подбираю петельку, которую я оставила. Провязываю вместе. И теперь буду формировать петельки для шнурков. Первые 2 петли столбики без накида, 2 воздушные петли, петлю пропускаю, 2 петли столбики без накида, это промежутки между петельками, 2 воздушные петли, петлю пропускаю и вновь интервал 2 петли, 2 столбика без накида, 2 воздушные петли, петлю пропускаю и выхожу на вершину. Вот так. Я сформировала 3 петли для шнурка. Я провяжу это полностью и покажу вам следующий этап работы. Сформировала с двух сторон петельки. Всегда проверяю, смотрю, запоминаю, что я с этой стороны начинала с 2 столбиков без накида, а потом уже делала петлю. Поэтому я ориентируюсь, после того, как я сделаю, действительно я все сделала правильно, чтобы у меня не было перекоса. Вот я все правильно сделала, проверила и вновь оставила петлю. Теперь мне нужно укрепить вот эти петли. Теперь разворачиваю вязание на лицо. И та первая петля, которую мы использовали, я буду ее использовать вновь. Подбираю вот эту свою открытую петлю, провязываю вместе и начинаю обвязывать столбиками без накида все петли. Это значит интервалы между петель и в арочку 2 петли. 2 столбика без накида. Никаких добавлений, только уже обвязываю, укрепляю петли для шнурочков, дырочки для шнурка. Вот так.
Вышла на вершину и обвязываю вновь полностью все изделие. Посмотрите, что получается. Петли укреплены, со всех сторон они ровненькие, так как я уже с внутренней стороны обвязала, сделала эстетически красиво, поэтому выглядит все очень здорово. Я провяжу это до конца, укреплю с другой стороны и покажу вам следующий этап работы. Последний заключительный этап работы в верхней части пинетки — это укрепление канта и укрепление дырочек для шнурка. Он является одним из важных, потому что при носке петли растягиваются, и их надо закрепить. Вновь оставила петлю, разворачиваю вязание на изнаночную сторону, подбираю петлю, которую я уже использовала, это первая и последняя петли у меня, провязываю вместе, без петли подъема, без укрепления, без всяких узелков. Начинаю обвязывать с изнаночной стороны соединительными петлями. Петли я делаю средние, но не делаю очень свободными. Если их сделать свободными, то это большого эффекта не даст. Вот так. Теперь смотрим на две боковиночки. Видно, вот эта сторона еще не оформлена, не обработана и очень тонкая. За счет соединительных петель, естественно, увеличивается толщина. Это очень здорово. Естественно, укрепляются петли еще больше, они не порвутся, их можно хорошо натягивать петельки. И верхняя часть пинетки, она растянется на ту длину, которую вы сформируете. Это последний этап работы. Я сделаю это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Верх пинетки готов. И теперь остается обвязать пинетку со стороны подошвы. Это значит присоединить ее. Но перед тем, как этим заниматься, мне надо все вот эти хвостики, все, что у меня осталось, мне надо отрезать. Если это не сделать сейчас, а после этого это будет очень сложно. Лучше это сделать заранее, не забыть, отрезать все вот эти хвостики. Вот. Это будет внутренняя часть подошвы. Выглядит очень хорошо. Разворачиваю вязание вновь. Выворачиваю его теперь уже на лицевую сторону моего изделия и изнаночную сторону подошвы. Теперь пришла очередь для привязывания подошвы. Вот таким образом прикладываю я ее, вот так, наметить маркерами в нескольких местах. Но так как я этим уже давно занимаюсь, я это знаю, и буду обвязывать изделие по лицевой стороне за две подошвы, за полные петли. Вот, посмотрите, получается у меня, если их поделить на полупетли, то их получается 4 штуки. Буду это делать уже нитью сиреневого цвета. Очень свободно, с соединительными петлями по лицевой стороне, очень свободно. Вот так. Захватывать буду только 2 петли, ничего другого мне не надо. Вот так. Получается вот такой хороший бортик. Выглядит очень красиво. И подошва толстая. Соответственно, можно с малышом гулять уже в более-менее прохладную погоду. Итак, я провяжу это самостоятельно и покажу, как я прячу вот эти вот хвостики. Вот что у меня получилось. Платформа очень красиво смотрится. И вот остались два хвостика. Начало и окончание работы. Вывожу их в одно место, вот, чтобы они были два вместе. И вновь возвращаю назад. Вот так. Теперь заворачиваю заднюю часть и крючком подберу вот эти два хвостика. Свяжу их между собой. Сделаю два узла. И остатки пряжи распределю между подошвой и вот этой резиновой прослоечкой в разные стороны. Отрежу остатки. Расправлю. Есть такая вот штучка, которую я вставляю, чтобы выглядело эстетично, чтобы не заменять переднюю часть. Шнурок у меня уже связан. На моем канале вы можете посмотреть вязание шнурка. У меня их два вида. Это полый шнурок, кругленький. Есть еще плоский, на ваш выбор. 50 сантиметров. 51
50 сантиметров. Изделие практически готово. Эту пинеточку хорошо расправить, привести в порядок. И можно или дарить, или уже носить, если вы вяжете для себя, для своего малыша. Идеальное сочетание подошвы и шнурка, выглядит освежающе и в то же время очень просто. Вот такая у меня сегодня модель для вас. И вот она, пара готова. Простые и в то же время оригинальные пинетки-ботиночки. Вяжите в удовольствие, радуйте себя, своих близких, дарите, носите сами. Если у вас что-то не получилось, получится в следующий раз. Радуйтесь тому, что вы произвели, тому, что вы сделали. Желаю вам хорошего настроения, удачи. До свидания, до следующих встреч.